Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим про специфику мобильного тестирования. Я поделюсь своим опытом, своими наработками. Надеюсь, что ролик получится полезным. Если так, то поставьте лайк и обязательно подпишитесь на канал. После того, как вы посмотрите данный ролик, я уверен, вы сможете найти больше багов. Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим о мобильном тестировании и о мобильных проверках. Я поделюсь с вами теми проверками, которые сугубо, на мой взгляд, помогают мне больше всего в работе. Но перед тем, как перейти к этим проверкам, я бы хотел рассказать немножко про типы тестирования. Если мы делаем отсылку по теории к силабусу по мобильному тестированию, то типы тестирования там расписаны следующим образом. То есть у нас есть 8 основных типов тестирования, то есть это установочное тестирование, стрессовое тестирование, тестирование защищенности, производительности, практичности, тестирование баз данных, что интересно для мобильного тестирования, тестирование глобализации и доступности. То есть, если мы говорим сугубо про теорию, то нужно понимать, что вот это вот у нас как бы можно считать, основой, что ли. И, естественно, уже внутри каждого типа у нас есть определенные проверки, с которыми дальше мы работаем. И также хотел бы сказать, что очень многие делят типы тестирования и специфику мобайл проверок именно вот со следующей схемой, то есть рассмотрение жизненного цикла, работа с интернетом, тестирование на прерывание, тестирование на производительность и работа с функциями телефона. И вот именно от такой схемы отталкиваются при составлении своих проверок именно мобайл проверок, специфических проверок на мобильные телефоны. Поэтому я решил, что необходимо также сделать ставку вот такой вот схемы. Еще на первом скрине я также сделал ставку типы мобильных приложений, то есть это нативные, браузерные веб-приложения и гибридные приложения. Почему я сделал эту вставку? Потому как наши мобильные проверки, они напрямую могут зависеть от типа мобильного приложения, и какие-то проверки, грубо говоря, мы можем использовать в гибридных приложениях, но не можем использовать в нативных. Либо использовать в нативных, но не использовать в браузерных. У каждого из этих типов приложений есть свои преимущества и свои недостатки. На глобальном уровне отличие в контексте сегодняшнего ролика по специфическим мобайл проверкам это то, что нативные приложения у нас разрабатываются под конкретную платформу с помощью SDK. Они загружаются, устанавливаются, либо обновляются у нас из магазинов поставщиков, то есть это App Store, это Play Market. Браузерные приложения у нас используют браузеры в телефонах, то есть это может быть несколько браузеров, которые используют приложение. И если мы говорим про гибридные приложения, то они представляют собой сочетание приложений для конкретной платформы и веб-приложений. Они могут быть также, кстати, установлены, как и нативные приложения из магазина поставщика. И если мы говорим про гибридные приложения, то они используют встроенную оболочку приложения, которые позволяют им использовать веб-приложения внутри приложения для конкретной платформы. То есть это вот такая особенность по разработке именно данных приложений. И давайте перейдем тогда к тому списку, который подготовил по мобильным проверкам я. Их у нас 14 штук. Я постараюсь немного рассказать по каждому кружочку, что я имел в виду по проверкам. И вот такой вот небольшой особенностью именно моего видео будет то, что это уникальный топ. Составлял я его сам. Тут нет никакой структуры, не ищите ее, никаких отсылок по теории у нас также нет. То есть это сугубо мое субъективное представление, исходя из опыта, то, на чем я ловлю больше всего багов, как мне кажется. Кто-то может сказать, что ой, как все не структурировано и много чего упущено. Может быть, оно и так, но я составлял данный топ, исходя именно из своего практического экспириенса, работы с мобильными приложениями. Естественно, какие-то моменты опущены, и я не претендую на какую-то глобальную истину, но вот данные проверки, и я считаю, что они очень важны. И вот если опираться именно на данные проверки, делать их качественно, то можно найти
достаточно большое количество багов, я думаю, что в любом приложении. Ну и также, естественно, я хотел сказать, что некоторые проверки, они у нас не являются сугубо мобильными, специфика мобилок, они могут встречаться и в вебе, они могут встречаться и на десктопе, то есть это такие общие проверки, и мы их можем осуществлять не только на мобилках. Ну что ж, приступим. Итак, первый кружок у нас аналитика. Почему именно аналитика? Потому что это достаточно важный аспект в тестировании и в том числе тестировании мобильных приложений. У меня есть ролик на канале, я, естественно, дам ссылку на данный ролик по аналитике. Почему я считаю ее очень важной для мобильного тестирования? Да потому что от того, как тестируется аналитика, очень многое зависит. Вы можете сделать неправильное тестирование аналитики, после чего сделаете неправильный анализ ваших фич вашего приложения, и последствия ошибок в аналитике, они могут быть фатальными, они могут привести даже к закрытию приложения. Ну и что я имею в виду? К примеру, у вас есть приложение, и вы трекаете с помощью аналитических ивентов какие-то действия, которые чаще всего пользователи совершают, к примеру, на главной странице, да, и вы вот смотрите по вашей аналитике, какая фича является более популярной для пользователей в вашем приложении, посмотрели, протестировали вашу аналитику, убрали эту фичу и поняли, что после этого пользователи стали отписываться от вашего приложения, начали его удалять, а случилось это только потому, что разработчик, возможно, ошибся и зашил какие-то неправильные параметры в аналитические ивенты, и ивенты у нас расшифровывались не совсем верно. То есть последствия могут быть очень серьезными. В общем, аналитика. Это важно, это нужно уметь тестировать, это нужно делать правильно и находить баги. Подходить к тестированию аналитики достаточно ответственно. Про это достаточно мало информации в интернете, поэтому можете посмотреть мой ролик, возможно, вам станет более понятно, о чем идет речь. Итак, второй кружок у нас Screen Size. Что я имел в виду под Screen Size? Это размерность экрана. И тут я приведу такой пример, что, к примеру, есть нативное приложение, оно разрабатывается под iOS устройство, под наши айфоны. И, скажем так, если мы возьмем какое-то старое поколение айфонов, да, там, не знаю, 5-е, у него будет размер экрана, предположим, 4 дюйма, да, и возьмем последнее поколение айфонов, и в нем размерность экрана, там, предположим, у iPhone 14 Pro Max, ну, допустим, да, 7 дюймов, ну, предположим. То есть размерность экрана у нас достаточно сильно отличается, при этом нам, как тестировщикам, необходимо протестировать, не поползли ли у нас какие-то UI-элементы, не получилось ли так, что после разработки приложения верстка у нас поплыла, что у нас не хватает каких-то элементов на UI, что на одном телефоне у нас приложение отображается так, как мы его задумывали, такое, какое оно у нас есть на наших дизайнах, а на втором телефоне, допустим, с большим размером экрана, либо с меньшим размером экрана, оно выглядит совершенно по-другому. Так что Screen Size я выделил вторым кружочком, я считаю, что это также важно. Думаю, основной посыл тут понятен, в чем различие и как это тестировать. Версия iOS и Android. Что я имел в виду? То есть, предположим, что есть определенные требования, которых мы должны придерживаться. Предположим, что Android должен работать у нас как на 8-й версии Android, так и на 13-й версии Android. И вот мы проверяем на 8-й версии Android все работает, а на 13-й у нас что-то отвалилось. Либо после обновления операционной системы Android до более новой версии у нас появилось требование, что мы ее также должны поддерживать, но вот в приложении уже на этом этапе появляются у нас баги, которые связаны именно с операционной системой, с ее версией, с версионностью, поэтому это также важный момент, его также необходимо проверять. Итак, 4-й кружок, гайдлайны, и тут мы с вами переместимся на гайдлайны Android и iOS. Я оставлю ссылки в описании на данные гайдлайны. Прежде всего, это Material Design Guideline для Android, и также это
гайдлайн для iOS. Я оставлю ссылки на данные статьи с линками непосредственно на оригиналы данных документов. Почему это важно? Ну, потому что если мы все-таки с вами работаем с мобилками, нужно понимать, что как у Android, так и у iOS есть свои особенности по гайдлайнам. И иногда это может выражаться просто в каком-то дизайне каких-то кнопок, каких-то округлениях, закруглениях, каких-то переходах, анимациях. Есть различия. Я считаю, что с данными гайдлайнами обязан ознакомиться любой мобильный тестировщик, потому как это важные вещи, и исходя из данных гайдлайнов вы сможете находить больше багов, вы сможете находить баги в мокапах, делать какие-то комментарии, предлагать свои улучшения по продукту, говорить, что вот, допустим, в Android такое не делают, в Android делают вот так. То же самое в iOS, это не принято, делают вот такие кнопки с закруглениями. Ну, вот как-то так. Поэтому данные гайдлайны, я советую вам с ними ознакомиться. Если вы мобильный тестировщик, то как бы на них необходимо опираться при тестировании. Далее у нас идет интернет. Это достаточно большая и обширная тема, потому как интернет можно рассматривать в теме мобильного тестирования абсолютно по-разному. Можно, к примеру, тестировать прерывание интернета. Кстати, мы с вами это делали на практике, когда я рассказывал про Charles Proxy, и мы тестировали в режиме тротлинга с прерыванием интернета. Это то, как чувствуют себя приложения по тайм-аутам, по задержкам. То есть, предположим, у вас пропал интернет в метро на 10 секунд, что у вас скажет на это ваше приложение, если оно требует доступ к интернету, да. Также это могут быть проверки на различных скоростях интернета, на 3G, на 4G, на 5G. Итак, следующий кружочек у нас жесты. Если мы говорим про жесты, то я также подготовил для вас отличную статью, которую я оставлю в описании. Она называется у нас «Интуитивные жесты в дизайне мобильного приложения». Мне она почему-то очень нравится, потому как в ней вот есть вот такие вот прикольные вставки, где написано, во-первых, какой жест он у нас правильно называется, там, когда finger tap, когда у нас правильно, как называется, какой scroll, как у нас правильно называется, какой swipe. И тут интуитивно понятно, каким образом он выглядит. То есть это может быть еще и полезно при оформлении самих багов, когда вы делаете какой-то жест, находите какой-то баг и вот не знаете, как правильно обозвать этот жест, вы можете воспользоваться вот данным гайдом по жестам. Ну и что я имел в виду под жестами еще в качестве проверок, это то, что у нас могут быть требования на использование каких-то определенных жестов, допустим, что в каком-то месте при использовании свайпа мы в мобильном приложении должны переходить на какой-то конкретный экран. Вы делаете этот свайп, а перехода не осуществляется. Баг. Если мы по двойному нажатию на элемент должны осуществлять какой-то экшен, а он у нас не осуществляется, это также будет багом. И вот такие вот баги, которые связаны с конкретными требованиями конкретного проекта, они могут возникать. И вот этот вот гайд я для вас оставлю ссылочку, обязательно ознакомьтесь. Если вы работаете с мобилками, то я думаю, вы не пожалеете. Следующий кружочек — Accessibility. Почему именно Accessibility и почему я выделил как отдельную проверку, ведь это тоже у нас огромная тема тестирования Accessibility, а я выделил как отдельную какую-то проверку. Accessibility тестинг, он становится популярнее и популярнее, все больше и больше заказчиков хотят, чтобы в приложениях тестировалось Accessibility. Accessibility тестинг — это тестирование приложения на соответствие рекомендациям документа W3C. Там есть специальный гайдлайн. Советую также ознакомиться с данным гайдлайном, прочитать хотя бы выдержки. Документ достаточно большой, очень тяжелый в плане прочтения. Скажем так, если вы не связаны напрямую с тестированием Accessibility и не являетесь узконаправленным тестировщиком Accessibility, то можно прочитать краткие выдержки из этого документа. При тестировании Accessibility специалисты проверяют, насколько то или иное приложение доступно людям с ограниченными возможностями. Очень популярно в мобилках тестирование на скринридере. Это когда мы запускаем скринридер, он пробегается по элементам нашего приложения и озвучивает
элементы, как они называются, для того, чтобы людям, у которых проблемы со зрением, они могли ориентироваться в приложении. Также есть специфика по accessibility, но она достаточно привязана также обычно к требованиям конкретным под приложение. Accessibility Standards Overview. Я также оставлю ссылку, можете ознакомиться, почитать. Следующий кружок — Deep-линки. Deep-линки — это ссылки, которые у нас размещаются в нашем приложении. И достаточно часто я находил баги, когда данные ссылки у нас, к примеру, не работают. Очень часто, я думаю, вы встречались со ссылками в приложениях, к примеру, Privacy and Policy, когда, нажимая на данные deep-линки, вы можете ознакомиться с политиками приложения, с какими-то правилами. И вот, предположим, вы открываете данную deep-линку, нажимаете на нее в вашем мобильном приложении, но она у вас не ведет никуда, ни на какой лендинг, не делает редирект ни на какие дополнительные странички и не открывается. Это необходимо проверять, это важно. На этом можно споймать баги, поэтому не забываем проверять наши deep-линки в приложении. Перформанс. Также достаточно глобальная тема, это не какая-то конкретная проверка. Перформанс можно тестировать очень по-разному, и, как правило, если мы говорим про какие-то серьезные требования к перформансу, то, как правило, есть тестировщики, которые специализируются на перформансе. У них даже может отличаться зарплата от обычного тестировщика, потому как это достаточно специфичная штука. Тестирование перформанса, так же как и тестирование security, требует специальных навыков, специальных знаний, и протестировать перформанс правильно в приложении достаточно трудно. Из того, что я бы вам посоветовал по тестированию перформанса, конечно же, это всем известный JMeter. С помощью него мы также можем тестировать и мобильные приложения. Но кроме JMeter есть такой инструмент, как Gatling. Вы можете погуглить, что такое Gatling. Есть реальная версия, попробовать поработать с ним. Также мы с вами затрагивали тему перформанса, когда мы разбирали Charles Proxy. Там также можно смотреть на перформанс приложения, смотреть тайм-ауты по запросам, делать какие-то тестовые прогоны, имитировать большое количество юзеров, нагружать нашу систему. Также на перформанс могут влиять различные мусорные запросы. Предположим, вы делаете какой-то клик, и по ожиданиям у вас происходит запрос на сервер, этот запрос отправляется один, все окей со стороны бэкэнда, но вы делаете этот экшен, и у вас происходит не один запрос на сервер, а 10 запросов на сервер. И это также очень сильно может нагружать в каких-то моментах систему. Такие баги тоже нужно отсекать. Для этого можно использовать Charles Proxy. Что касается меня, то я вот как-то приспособился тестировать даже частично перформанс в Postman, точнее в связке Postman и Newman, когда я делаю отчеты из Postman. Допустим, могу сравнить response time в одном билде и в другом билде. И если они вот прям сильно отличаются, а интернет будет одинаковый, тогда я могу спросить у разработчика, а нет ли у нас каких-то проблем с перформансом, возможно, нам стоит что-то перетрекать, пересмотреть, потому что есть вот какие-то такие опасения, есть риски по перформансу. И тогда уже можно дальше инвестигейтить и заниматься тестированием перформанса приложения более глубоко, исследовать, использовать более специализированные тулы. Ну и вот еще такой особенностью, что если мы занимаемся тестированием перформанса, то очень важно уметь отделять тестирование именно перформанса, производительности приложения от тестирования нашей сети, нашего интернета. Интересный момент, что мы можем использовать даже наши просто тактильные ощущения. К примеру, мы запускаем приложение, и наш телефон начинает неистово греться, и в какой-то момент мы просто можем пожарить яйца на нашем телефоне. В таком случае нам необходимо просто сделать замеры температуры нашего телефона с помощью приложения, предоставить данную информацию далее менеджерам, разработчикам. Допустим, у нас есть определенный девайс, мы на нем тестируем приложение, мы ожидаем, что на этом девайсе будут работать пользователи, этим приложением будут пользоваться, а приложение на самом деле очень сильно нагружает систему и ведет к каким-то даже дополнительным рискам. И еще один момент, это про батарею. Нужно посмотреть, насколько сильно приложение
может высаживать нашу батарею, какие моменты могут приходить к нам от пользователей, то есть пользователи могут приходить со своими проблемами, мы должны более глубоко грузиться в проблему, более конкретную проблему, проинвестигейтить и уже делать какие-то решения совместно с командой о том, как это можно исправить. То есть перформанс тоже достаточно серьезная штука и глобальная штука. Классно, если уметь делать перформанс-тестирование правильно. Пуш-нотификации. Почему я добавил их в данный список? Потому что почти во всех мобильных приложениях используются пуши. Положим, вспомним любую социальную сеть, вам приходит какой-то лайк, вам отвечают на сообщения, вам приходит пуш на телефон о том, что у вас есть лайк, вы нажимаете пуш и переходите в приложение, допустим, да, либо вы не заходили в какую-то игру достаточно долгое время, там неделю, и вам приходит пуш-нотификация о том, что неплохо бы зайти в эту игру и проверить вашу ферму, предположим, да. То есть пуш-нотификации — это также очень важная часть мобильных приложений. Она создана для того, чтобы подталкивать людей вернуться в приложение и затянуть человека в приложение обратно. Пуши в мобильных приложениях — это важно, их нужно уметь тестировать. Есть сервисы, которые отвечают за обработку данных пушей, чтобы они приходили вовремя, правильно. Более подробно я тут, наверное, не расскажу, потому что будет зависеть, скорее всего, от вашего проекта конкретного, но тестировать пуши — это также важная часть работы мобильного тестировщика. Error handling. Что я имел в виду под вот данным кружочком Errors handling у нас? Это то, что, скорее всего, вы сталкивались с такими ситуациями, когда у вас приложение запущено, вы едете, предположим, в метро, и у вас приложение пишет, появляется всплывающее окно о том, что интернет connection lost, и у вас потерялось интернет-соединение, вы видите поп-ап, и вы спокойны, что все хорошо. В том плане, что интернета-то у вас, конечно, нет, но вы хотя бы получили сообщение о том, что интернета нет, и вы об этом знаете и понимаете. А вот бывают ситуации, когда в приложениях таких ошибок не возникает. И приложения, данные ошибки, они у нас просто не реализовывались, они у нас не имплементились, и в таком случае пользователь будет очень сильно огорчен, если он по-прежнему пытается понять, в чем причина проблемы, а никаких дополнительных сообщений о ошибках у него нет. Вот такие вот error handling, их можно тестировать различными способами, в том числе и отключая интернет, в том числе и делая различные подмены статус-кодов в Charles Proxy, либо в других программах. Вот это тоже, я считаю, достаточно важный момент, потому как он может сильно повлиять на user experience. Лог кнопок. Вот про перформанс мы уже немножко затрагивали, то, что иногда человек может нажимать в приложении какую-то кнопку. Вместо одного запроса на сервер у нас отправляется сразу несколько запросов на сервер. Предположим, у вас есть экран оплаты в вашем мобильном приложении, вы хотите что-то купить, вы заполняете свои данные карточки, нажимаете оплату, ничего не происходит, вы нажимаете оплату еще раз и понимаете, что в какой-то момент у вас совершилась не одна оплата, а 3 оплаты, когда у вас с карточки 3 раза списались деньги. Вот это я имею в виду лог кнопок. Необходимо проверять, это важные проверки, это может быть связано не столько с оплатой, это может быть связано с тайм-аутом, который устанавливается на какие-то конкретные кнопки. Соответственно, чтобы не было таких моментов, когда пользователь делает один тап на кнопку, а происходит 2 тапа или 3 тапа. И также вот здесь, в этом моменте, мы можем, как тестировщики, найти разные баги достаточно часто в разных приложениях. Следующий кружок у нас пермишины. Что я имел в виду под пермишинами? Это разрешение, которое дает приложению конкретный пользователь. Очень часто в приложениях вы, скорее всего, сталкивались, когда вы заходите в приложение предлагает вам открыть доступ к камере, открыть доступ к микрофону и различные системные разрешения. Что можно протестировать тут? Ну, во-первых, то, что у нас появляются такие сообщения, которые предлагают пользователю перейти в настройки и изменить условия этих настроек. То есть там
поставить тогл в активное состояние и разрешить настройку камеры телефона, либо наоборот не давать разрешений и отклонить данный permission. Это в первую очередь. Во вторую, это то, что они у нас отрабатывают корректно, и что после того, как мы изменили в системе данные настройки, приложение действительно расценило это как изменение настроек и использует их правильно. То есть, если мы дали доступ к камере, то у нас появился доступ к камере. Если мы дали доступ к микрофону, то у нас появился доступ к микрофону. Если мы дали доступ к геолокации, соответственно, геолокация теперь трекается в нашем приложении. Это важный момент. В приложениях, использующих GPS, к примеру, это также важно протестировать. Поэтому вот permission я имел в виду именно в таком ключе. Следующий кружок у нас последний, это install, uninstall и update приложений. Это также важный момент, жизненный цикл вот этот приложения. К примеру, пользователь хочет удалить приложение, но не может этого сделать. Это неправильно, это баг. Предположим, пользователь хочет установить приложение, но не может этого сделать. Это также баг. Либо вот, к примеру, я сталкивался конкретно с багом, когда у нас есть приложение, оно установлено у нас на телефон, и приложение выходит в новой версии, я хочу обновить свое приложение, которое у меня установлено на телефон, я его обновляю, и после этого я ловлю краш. Такого быть не должно. Обновления должны устанавливаться, накатываться также корректно, и это необходимо проверять также тестировщику. Так, дорогие друзья, сегодня мы с вами разобрали мобильные проверки, и пусть это не всегда были мобильные проверки, но по моим ощущениям это очень важные моменты, которые нужно проверять в мобильных приложениях. Кроме того, в комментариях вы можете докинуть проверки, которые вы делаете в мобильных приложениях. Обязательно напишите, какие интересные баги у вас встречались на проектах. Ну и не забываем подписываться на канал, ставить лайк за мои труды. На моем канале есть также плейлисты по базам данных, по Postman, по Чарльзу, по мобильным приложениям. Подписывайтесь на канал, смотрите другие видео. Очень много чего полезного. Ну, а всем пока!